Сейчас мы будем делать одну большую лавку под старину. Для этого мы берем доску пола, чтобы склеить из нее один большой щит. Удобно, здесь есть уже шип и паз, удобно для склейки. Мы склеиваем из них один большой щит. Для этого нарезаем нужное нам количество деталей. После чего этот щит мы будем вырезать на спинки и на сидушки разрезать. А также склеиваем еще один небольшой щит, из которого мы будем вырезать боковины. Вот мы из доски пола склеили большой щит. Теперь будем делать разметку и вырезать детали на спинке и сидушки нашей лавки. Вот мы разметили наши детали на сидушку и будем вырезать. После чего мы будем размечать уже спинки, также будем вырезать. Вот мы вырезали наши детали на спинке и на сидушке нашей лавки. Теперь мы будем шпаклевкой по дереву шпаклевать наши стыки после склейки. И шпаклевкой по дереву шпаклюем наши стыки после склейки. Ну вот, наша шпаклевка уже подсохла. Теперь берем болгарку, площадка на болгарку, шлиф-кружок на липучке. И начинаем шлифовать наши детали, уже вырезанные с обеих сторон. Не забываем одевать защитную маску. И тогда шлифуем. Вот мы пошлифовали наши детали. А сейчас с помощью вот такого вот лепесткового круга, также на болгарку, мы будем создавать эффект старения. Будем наводить им неровности и углубления. Ну а также делаем продольное углубление. Потом после обжига покраски оно себя очень круто проявит. И вот так вот выглядит наш эффект состаривания. И это еще без брошировки. Ну вот, спинки и сидушки мы уже подготовили. А дальше приступаем к изготовлению боковин. Вот на боковины для лавки мы склеили щит. Разрезали сразу его по нужным нам размерам. А теперь будем намечать разметку и по ней вырезать. Вот мы нарисовали контур нашей боковины. Теперь будем вырезать, шпаклевать, шлифовать. И точно такую же делать и вторую боковину. Вот мы наши боковушки вырезали, сразу же пошпаклевали, пошлифовали, придали старению. А дальше к ним заготавливаем брусочки, на которых будут стоять наши лавки. Нам нужно 2 таких бруска на нашей боковушке. После чего мы делаем вот такое вот углубление, чтобы был меньший контакт с неровным полом. После чего мы с бруса вырезаем 2 вот такие вот детали. Они будут служить как держатели наших спинок. Зарезаем их под углом и будем монтировать под углом. От угла будет зависеть наклон нашей спинки. Наша боковина состоит из 2 половинок. Снизу она соединяется подножкой, сверху она соединяется соединительной пластиной, которая также будет служить как подпорка для нашей сидушки. Теперь мы эти наши детали шлифуем и начинаем монтировать. Вот мы уже собрали наши боковины. Вот как они выглядят с обеих сторон. Теперь также будем шпаклевать, шлифовать, придавать старению и уже собирать лавки. Одна правая и одна левая. Вот мы подготовили все наши детали, сидушки и спинки, а также боковины, левую и правую. А теперь будем собирать. А также в одной из половинок сидушки мы вырезали пазы, которые будут входить в пластины наших боковин. И, соответственно, лавка будет компактнее. А теперь собираем. Вот уже в пазы села наша сидушка. Теперь выставляем угол и начинаем прикручивать.
Вот мы прикрутили наши сидушки. Теперь переворачиваем и будем прикручивать спинки. Вот мы прикрутили наши спинки. А теперь замеряем расстояние между двумя боковинами и вырезаем соединительную пластину. Она будет соединять две боковины, чтобы не расходились, ну а также служить подпоркой для сидушки, чтобы не прогибалась. Вот мы вырезали эту пластину, она у нас также декоративная, а теперь будем ее ставить. Вот мы боковины уже соединили, теперь лавку поднимаем и будем также закреплять ее с верхней стороны к сидушке. Вот мы скрутили все наши детали, и у нас получилась красивая декоративная лавка. Теперь шпаклюем наши соединения, шлифуем и будем подготавливать к обжигу и покраске. Вот мы нашу лавку уже пошпаклевали, пошлифовали, ну а теперь будем ее обжигать и лакировать.